идем на медиадень. W Sonic. Леванте. Gedrox? Окей, бегай. Он правильно назвал. That's the best nickname ever. Я так и знал. The worst? The best. А. Нет, в каждом свой никнейм писать, каждый квадратик до конца. Просто никнейм писать? Последний тут лох. Кого в команде вы считаете наиболее трудолюбивым? Себя. Хорошо, засчитаем ответ. Так, смотри, если вдруг на ЕВЦ произойдет момент, ты в финале, у тебя уже есть гэп. Между первым и 8 местом примерно одинаковые ПТС, да? Ты знаешь, что люди уже играют фулл в ВЦД. Что ты будешь делать? Фармить поинты или пытаться выиграть? Фармить поинты, конечно. Он станет этим миллиардером. Вот. Кем бы ты жил в комнате? Серегой. Кстати, с Рамазаном я бы не жил в комнате, он храпит просто как паровоз. У него Марокко 2 часов хватило. Есть выбор, с кем жить в комнате. Из всей нашей команды, кого бы ты выбрал? Тебя. Хорошо. А с кем бы ты ни в коем случае бы не жил в одном номере? Из команды. Рамазан. Почему? То есть ты сейчас Можешь сказать почему? Религия не позволяет. Ты его сейчас выбрал, да, с ним в комнате? Да. Чем тебе со мной не понравилось? Хакича выбрал. Вообще ко мне на подходи. Вообще не подходи ко мне. Где он Хакича выбрал? В этой где пикать. А что за пункт там был? Типа лучше выберите лучшего игрока для себя, типа на... И он выбрал Хакича. Из всех, блядь, дисциплин, из всех игроков на ИВЦ выбрал его, да. Почему бы я не стал жить с Рамазаном? Да. Потому что у него, блядь, распорядок дня странный и неподходящий для меня. Ты бы с кем жил в комнате? А если у тебя выбор, кого угодно выбрать? Кого угодно? Да. Вообще кого угодно? Не, вот, из нашей команды. Мой любимый Тёмик, без него жить не могу. А с кем бы не жил в комнате? Со мной все не хотят жить, блин. Кто больше всех ноет после неудачных игр? Пропускаем вопрос. Я? Ну это неправда. Рамазан. Я? Я даже причем. А ты про кого думаешь? Я? Ничего я не думаю, Не, ну блин. кто это в команде, как тренер? Я? Саня горит очень много, я не знаю. Что. Да потому что они молчат АФК, и все, он уходит в себя, блин, все. Вот Саня... Да схуя ли я в себя ухожу, блядь? Просто Эминем, блин, вот так вот. Короче, выходит из себя Саня, жестко ноет и горит, а Рамазан пытается, блядь, включить психолога, псевдо успокоить нас, но делает еще хуже. Кто в команде самый ленивый на тренировках? Ты, блядь. Я причем, я не играю в игру, блин. Мы у тебя что-то спрашиваем, у тебя, блядь, постоянно в войсе нет. Когда это было? А когда, блядь, крашат нас, ты нахуй арбуз ешь, блядь. Последний раз, не пиздите. Давай, когда? 1,5 недели назад. И 1,5 недели назад. Полторы недели назад я сказал, что я не буду ничего в войсе отвечать, потому что на ЕВЦ не будет мне. Давайте так. Самый ленивый... Вопрос ответили. Тиммейты. Вот сейчас вопрос тиммейты. Я тренер. Пожалуйста, хватит меня выбирать уже. Короче, Провокационные, блядь. кого из тиммейтов ты бы точно не взял с собой в путешествие на неделю? Почему? Никого. Всех бы взял. Блин, Ну нет такого. Кто самый последний приходит на сбор команды? Ну, вот Я. именно вот на Я. ланах. На ланах. А, на ланах? На ланах я. Стой, я. Я всегда... Либо Саня, либо ты. Я всегда... Я Нет? забыл в итоге вещи, которые хотел взять. Я всегда просыпаюсь, почему-то собираюсь, и потом шизюсь, что не собрался, блин, и выхожу сам последний. Мне кажется, ну, типа, либо Саня, либо Рамазан. Ну, скорее всего, Рамазан больше. Кто лучше всех умеет признавать свои ошибки? Ты можешь Андрюха. первую мысль сказать? Сказал Андрюха. А ты что думаешь? Кто? Ты, да? Че, он на русском спросил? Левый, блядь, или правый? Дайте бумагу туалетную. Это ограбление нахуй. Давайте бабки, жвачку.
Прям Липтоном Ice Tea. Почему отмечаешь только ты? То, что ему досталось. Потому что я самое главное лицо этой организации, лицо нашей компании. Let's go. Заткнись. За его подвинуться. Заткнись. За его подвинуться. Заткнись. В чем суть Франка? Франко, что я закрыл дверь в практис изнутри. И чё? Я надеялся, что кто-то придет, но пока никого нет. Идут. Слышишь? Блять, Рамазан, а у тебя ключ есть? Блять, хватит пранковать. Нам уборка не нужна, если что. Что за пи***ца, блядь? Ну, блядь, ну... Закрой дверь. Кто-то идет. Слышишь, ты, дружок? Да я, блядь, уже забыл, что Рамазана пранкуем. Гопы общаться, типа, вообще вниз. Да, на лестнице. Пуш. Хорош. Нормально, я доиграю. Я смог. Андрюх, ресни. Чекни кросс. Блять. Хорош. Да кто ломится? Хули вы ломитесь? Он отломал что-то. Он отломал. Вы слышали звук? Он что-то отломал. Я не могу, я играю. Мы в пикады падаем, Рамазан, мы не можем. Короче, ладно, мы потренировались сегодня, с Крыма не играли, получили 5 страйков. Что хочется сказать? Нам поменяли место расположения, должны были сидеть, где с ГКшками в прошлый раз сидели. Теперь нормальные места. Лёва Голд жестко долбит, отдолбил всех ТДМе. Что скажешь, брат? Давай настрой, давай. Вот. Блять, я на интервью еще сегодня дал на английском языке настрой. Кстати, было не так сложно, да. Да, у меня фулл интервью на английском было. Короче, если по-серьезному, то у меня перед прошлыми турнирами было ощущение, вот, допустим, перед ПГС первым и четвертым, что будет проблема с TeamSpeak, парни не будут разговорены, все дела, будут такие же проблемы, которые у нас были, ну, в квалификациях на первых ПГСах, то, что, ну, мы отлетали, потому что руинили сами себя, сейчас такого вообще ощущения нет. Мне кажется, парни супер заряжены, надеюсь, просто завтра мы выспимся. Нормально сяем и всех скушаем, реально. Потому что турнир на самом деле замечательный. 2 БО6 за 2 дня. Можно очень много подчеркнуть. Парни завтра я за спинами постою у них, они друг с другом поразговаривают. Надеюсь, жестко отдолбят. Ну, короче, у меня вообще никаких этих нету. Кстати, крайне сильно удивлен, что, блядь, во время моего отсутствия, пока меня не было, я был на ПНЦ, где мы заняли 3-е место. Приехал, смотрел скримы параллельно. Команда у меня, блядь, минимум в топ-4 скримов входила и ебала. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Отслеживайте нас в соцсетях. С вами были команда по PUBG Team Vitality. Всех рады были видеть. Специально все видосы для вас. Пока-пока. День, а какой день? Какой день? Да не вторник, игровой день. 21 июля, игровой день. Вот, проснулись, улыбнулись, карты сделаны, пчела на месте, Андрюха в Бигетрон футболке на месте. Работаем. И чё? А чё? Ну, все. Сейчас идет рехерсал, и мы стоим в очереди, как дебилы. Алло, слышно? О, у меня мои настройки стоят. Найс, блядь. Алло, слышно? Нет. Артём, что вы делаете? Откуда всех телефоны? Потому что нам не дали сохранить настройки слоев клиента, и мы вынуждены делать это вручную.
Попец. Все в попец. Попец. Будем всех сегодня вот этих. Покажи их. Смотри. Слева направо, можно справа налево. Всех. Пассажи. Пассажи. Сука, бля. Thank you guys. Thank you guys. Сейчас двигаться. Потулин, ты надолго, ну, как правило, там проблема, на самом деле, у Full Sense, учитывая то, что еще и EJ, последние 10 секунд жизни этого игрока. Ой, еще и может заносить, тут Виталий постреливает, непонятно, попадает, мобиль взорвет. Жесть! Чуть не влетела, блин, в Гедрокса. Она прям под него упала в итоге, очень близко там была встать к нему. Может вообще из-под этого автомобиля-то? Надеемся. По-моему, не может. Все, походу, да? Он застрял, да, он не может встать из-под этого автомобиля. Жесть. Ты застрял в тачке? Ты застрял в тачке? Она его застакала, как на пеке. Она скатилась, вот это Тёма взорвал верхнюю тачку, скатилась и придавила его нахуй. Приехать, сразу раскинуть яму друг другу. Если бы вы сказали, что сами Когда вы приехали, почему вы одной точке стояли? На самом деле, Да, ну типа, я умираю из-за того, что, блядь, хочу Андрюху засейвить тем, что я выхожу, отгоняю баги, челы слышат это все на перо и стакают на мутил, блядь. Типа, нахуй суетиться, типа, нормально все было. Так бы зачились, я не знаю, может быть... Не сказать, что вставал. Я типа двинулся в кого-то на дабл лежа. Нет, вы просто И меня подкинуло нахуй. Вы машины заруинили все ямы, как я понял. Вам Нет. Мы не Тёма заруинил багой. Тёма Багос прям внутрь загнал? Тёма в баги внутрь загнал, я вышел с Мирада слева, потому что я был за рулем. Я вышел Мирада слева, нас Мирада не руинила. В итоге я сам сел в это баги, я сел в это баги. Если ты вот так стоишь. Тём, ты своей багой, кстати, заруинил пиздец немного. Баги. То, что ты ее прям в яме оставил. Нет, я справа оставил, слева вышел. Она у нас в яме была. Это она съехала просто. Мирада, Вам не нужно ну, я не знаю, зачем смог форсили. Просто ляжем и все, ресет. А вы, блядь, ты, Тём, и Андрюха суету поймали. Андрюха из-за нока, а ты, блядь, из-за того, что нас ебали. Даже банально, это куда он- дефолт этого кемпа, Рамазан. Да, даже... Ну, все согласились. Если бы, типа, кто-то сказал, ну, типа, а не можем ли мы пошире это поставить? Ну, блядь, может быть, это как-то и дальше развилось бы, но сам пол-то шел, типа... Ребят, всем привет! Нам выдали подарки от ЕВЦ. Я не знаю, что там. Ребята тоже. Мы все в предвкушении опенкейса. Что ж, смотрим. Надеюсь, она будет именная. Я сразу увидел это плащ, жакет. Такая будет только у меня и у Майкла Джордана, который будет в Париже. У Бензимы. Да, она так-то довольно-таки плотная. Это... Да ладно, брат, знаешь, что, блядь, плотный чуть-чуть. Ну, короче, вот. Команды. Я уже шарю, что там надо. Так. Блядь, серьезно? Блядь, серьезно? UK, AUS USA. А, вилки. Бля, на самом деле неплохой адаптер, но у меня такого не было. Сделано прикольно, типа, ну, проходишь на ланы, там, не спрашиваешь на ресепшене, а вот так со своей штучкой катаешься. Ну, блядь, адаптер, конечно... А, спасибо, конечно. Я не знал, как я без этого буду, блядь. Окей. Как я был, существовал без этого.
Я не знаю, что там, но предположу, что там футболка. Ебать, я отгадал. Вот это да, ребят. Футболка. ЕВЦ 26. Здесь тоже будет какое-нибудь там написано что-то типа Париж. Надеюсь, как говорится. Ну, вот, футболка. Рукава ничего нет, спина тоже. Круто. То есть $3000, которые я потратил на открытие ауга, чтобы выбить пурпурную хрому. Они такие, не, мы будем тебе напоминать, какой же ты лох. Брелок казиковский. Вот такие вот подарки, такой вот опенинг. Я рад. Было неожиданно, приятно, я не знал, что там. Мне приятно понравилось все почти. Кроме нету, блядь, на футболке ника. Просто написано ЕВЦ. На вот этой нету. За 25-й год есть джакеты такие же с капюшоном, только чуть подлиннее, они как плащи. И там никнейм написан, блядь, на спине. А тут... Ладно, это подарок. Типа, к дареному коню в зубы не смотрят, поэтому я человек простой. Круто, кайф. Буду ли я это носить? Нет. Шифонер дома пополнится. Всем пока. За финале день. Разбор бегит, отжимания, все сделали. Завтра планируем серьезной менталкой подойти к играм, не тильтиться, жестко вайбить и наказывать всех. Потому что иначе мы лохи. Но мы же не лохи. Доброе утро, я расскажу. Доброе утро, блин. Что-то места хватит? Ничего, нормально, стартует второй день. У нас человек чуть не умер, но выжил, к счастью. Он? Андрюха Кризи, побединец. Я не знаю. Это прикол. Он траванулся, заболел, я не знаю, что-то из этих. Его рвало. Че улыбу даешь? Ты когда проснулся? 5 минут назад. Рекса, ну и остался один игрок команды Виталити, будет пытаться... Ой, хорошо, поджимает его, здесь очень много урона по нему вносит, и нужен ног. Нужно хорошо, Кризи! Андрей Кризи Побединский, всех Побединский! Резнуть пацанов, пока ТНС заняты здесь уничтожением друг друга вместе с игроками команды Virtus.pro. Есть тайминги! Мабой. Что у тебя с игрой случилось? Просто я летел, с нами летел до пати, мы решили скипнуть ниже, полутать кемпы возле берега, у меня игра самальтабнулась. И я типа, благо среагировал быстро, и разальтабился, нормально открыл, и все, и я уже, блядь, вот так просто летел. Можешь говорить. Я тоже тратил смоки на рез Сани, когда с линксы прилетел. Потому что мне прилетело с линксы. Я кнопку, перекаску потерял, за этого Смотрите, какая флешка хорошая, можно выходить. И здесь просто, да, Их легчайшее. Ну, Тайкун уже, да, с другой стороны как раз. Ну, просто голову подставил, проспал момент и летит утил сейчас, скорее всего, в сторону Виталити. Понимает прекрасно, что на отхиле. Ну и больно. Лежит Левант, сюда же подкатывает Коноват. Тайкун убивает Гедракса. Все плохо. Для Виталити затянули, не смогли, не сориентировались. ОМБ ты справился, заберет здесь. Просто добирает, его поставил. По идее, забрать. Нет. Побежать просто четвером. Я говорю, линию до смока и им ебало. И в принципе там лежало все так. Просто чуть-чуть поспешили. И Андрюха не услышал, не стянулся. Андрюха бежать до хуя. Я бежал там просто с смоки неровно. Почему-то я бы бежал на смоки, блядь. Андрюх, ты опять не стакнулся. Когда мы говорим, четверо стакнуться. Много отдыхал Левантий. Сейчас посмотрим, стрелял он его или нет. Да нет, там уже сзади, вон, видишь. Там уже флешечкой полетели. И так, флешечка над ним, ну он вообще слеп.
в метро. Поехать посмотреть, погулять. Возле Эйфелевой башни, посмотреть Эйфелеву башню, короче. Сегодня свободный день, потому что мы прошли финал. Вот, идем командой путешествовать, смотреть мир, Европу, Париж. Рамазан, блядь, с кадра, В пожалуйста. смысле, блин? Че, я не часть команды или что, блин? Я все вправо, влево, вправо. Давай. Тоже, кстати, на эгоисточек двигается. Как? Что, мне тоже в кадр нельзя? Оператор должен всегда жить. Можно быть только Лёве. Вы что, бля, не читали контракт? Да. Извините, он один в кадре. Главное лицо Виталича. Да, привет. Ну, хлеба. Нет, думаю, боль, не, ну красиво очень. Купи, нормально 15 евро. 15 евро? 5 подарок. 15 евро, 5 маленьких задок. 5 в подарок? Я. 15 евро? Я. Все. Ван, Раз, два, три. один можешь дать бесплатно? Один. Все. Давай 15. Бля. Одну бесплатно. У меня нет денег, смотри, я нищий. Вон, сигареты. Карт. Карт? Пей карт. I don't have cash. Кэш, карт. I don't have cash. Давай, Давай 10 евро. А? Что за 10 евро? За 10 евро? 10 евро. А давай бесплатно, просто так. 10 евро. Нормально. Нету евро 10. Что, ты когда все башни представлял, ты такой большой себе представлял? Да. Я играл в игру одну, завершил подожди, как с самого нахуй это? верха. Я в ассасине, короче, там долбил, короче, на этой башне. Я даже знаю эту игру вроде. Это рынок, вон Луи Виттон лежит. Идем на рынке возле Эйфелевой башни. Мы находимся Возле Роттердама. Нотр-Дама. Ну, как-то Ну так. я ебу. Ну, как-то так. Я из Нотр-Дама. Могу сказать одно, что при новом мэре Анжерка засияла прям. Как вам Европа, как на баре? Супер. Европа не знаю, как вся Европа. Мне не с чем сравнить. Это мой первый опыт в Европе. И выглядит довольно-таки неплохо. То есть архитектура на уровне. Кухня, ценники на уровне. Вода говно. Ну реально, невкусная. Вот, кстати, относительно ценников. Я в Маке поел на 40 евро, у меня депрессия. У меня финансовая бездна. Сколько? Чизбургер 9 евро стоил. Я не шучу, если что. Ладно, только воспоминания, достопримечательности и красота тут могут запомниться. Все остальное... И ЕВЦ тоже. А, мы же на турике, мы забыли сказать. Мы же я на вообще турнире. забыл. Просто вчера снайпер элит, сегодня гуляем. Чуть-чуть запутались. Мы уже рядом с нами Лизой. Она, я уже чувствую.
Ну, сегодня первый день финала. Вот мы собираемся все выезжать. Во время надо было выходить в 9:40, время 9:42. Пунктуальность нахуй ушла от нас. Сань, какой сегодня день? Судный. Пятница. А, так надо было ответить? Абсолютно верно. Приехали на арену. Grand Final. Day first of Riyadh. Сука! Париж. Сука, блядь! Че, приехали на арену? Игры посмотреть. Играть, конечно, сегодня же будем. Ёпта, что за вопрос такой? Мясо, 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 мясо. Одно мясо на карте вообще. Ни одного, чем ни одного. Эмоционально, объективно, это, наверное, был один из самых сложных турниров, что для нашей команды пока что, наверное, даже я играл пока за все свое время. Наверное, эмоционально был сложный то, что ты очень хочешь хорошо выступить, на тебя давит, наверное, орга, за которую ты играешь, потому что ты понимаешь, что ты хочешь ради нее стараться, и такая организация, она хочет выиграть весь ИВЦ, и ты как часть команды, часть корабля, хочешь помочь ей это сделать. Для себя возможности здесь. Да, -2 они делают уже окончательно и терпят фалконы, раскид с игры со стороны игроков. Вот это хорошее. Нет, Дэвид, очко. Есть. Ну там Леванты, да, все-таки не отпустил здесь Тигл. Гетрекс еще раскидывает гранаты, в спине присутствует один из игроков. Ой, хорошо. Переключился здесь Гетрекс, Густав в нок отправил, там проблемы, правда, у Мебеда, Таиланд выходит в спину. И сидит, пассивничает максимально, сейвит БРДМ, при этом продает. Мы это хорошо сыграли. Фалконов окей. Быстро у нас сейчас зоны идут, и вынуждены здесь спешить больше по мака, по позиционке. Ой, доберут здесь игрока команды Vitality. Прилетает хорошая хаешка, еще и Квизи в нок отправляют. В итоге Example достается Саймону. Один его тиммейты, тройка уехала под Нави, разделилась, и двойка осталась, и единичка уехала. В итоге Забьет! Мейт... Лёва? Что? Лёва? Там треугольник толкнул тачку. Да, еще тоже и проблемка. Да, там, ты едешь со мной. Минус Vitality. Минус Vitality, Virtus.pro. Просто холм забрать, вы же колли это. Заехали в яму. Колили яму. Ну, типа, да, и когда ты колил делать яму, ты говорил, может, ХГ сделаем, на холме сделаем яму, на вершине. Просто придумать из этого всего то, что реально холмы можно выбивать. Типа приезжать в эти ямы. Надо, да не, можно приехать в эту яму, которая от мортиры, кинуть 2 хаешки на холм и забрать холм, понял? Чтобы у нас ХГ было. Это типа на будущее. Тут забить и хуй, я не знаю, что. Тут, во-первых, шифты охуенные, блядь. Если вот она ровно так, как она напрокала на ВП, просто вверх дала бы хотя бы один раз. Блин, сложно сказать. День на самом деле нормальный, если по ПТСам смотреть из тех игр и зон, которые нам складывались. Я рад, как парни начинают коммуницировать, рад, как они начинают работать. Есть просто вот мы на этом уровне, а чтобы сделать эти решения, чтобы у нас не было 36 ПТС, и у нас было там 50 ПТС за этот день, мы должны быть на этом уровне. Спасибо всем фанатам, кто болеет, Раянчику особенно, который, братик мой, флаги просто везде спамит, Vitality. Все, всем спасибо, будем стараться дальше больше. Парни как-то больше начали понимать, что я хочу от них, что да как. Мне это очень приятно. Не приятно, это не то слово. Когда парни поняли, то что, типа, что я хочу, типа, от них, типа, то стало намного проще, потому что первые 2 Кореи, вот первая Корея это вообще ужас на самом деле был. Типа, вот вторая Корея еще только под конец, что-то там уже наконец-то, вот именно последнюю вот прям неделю, что-то наконец-таки уже начало проявляться, вот потом уже в тот момент реально почувствовал, что, что-то уже
вот как команда появляется. В принципе, после Кореи все время своего обсуждения, типа, если мы будем так же играть, вот как последнюю Корею, последний финал, то ИВЦ для нас не будет проблемно. Типа, ну, по общению и так далее, вот, типа, примерно так же играть будем. Ну, типа, даже на праках, когда играли на праках, типа, чувствуешь, что как-то вот по-другому играется. Когда мы играли первые 2 месяца, это вообще, типа, было, ну, очень сложно. Типа, и во время игры, и даже вне игры. Но потом, вот, типа, даже на праках, которые мы играли до ИВЦ, чувствуешь, что, ну, вот, уже хорошо. Типа, вот, не идеально, но хорошо уже. Типа, вот, если будем так же общаться, то, типа, вот, закончим 8 точно. Надо наклониться к этому. Наклонись, да, Лёва. Наклонись к этому, бревну. Бревну прям надо, Лёва. Где камера? А. Пошел. Что ты делаешь? Ешь бревно. Еще ниже. Мне кажется, что самые крутые моменты происходят, когда Лёва может перебороть вот этого внутреннего демона, свою внутреннюю злость, которая у него может накопиться за определенные игры, и в моменте сказать: мужики, да ладно, сейчас мы что-то придумаем. Это похуй, Сань. 0 игра, типа 0 ТС похуй. Иста, да, и только 2 килла у него, не совсем он видит, конечно, здесь игроков full sense. 112 патронов есть, вот есть попадания хорошие, забирает обоих. 3 в 3. У нас кто из парней это? Лёва! Нужен ног, много сопернику и пушки! Хорошо, Гедекс помогает. Шикарно все. Все шикарно. Есть угол, нет угла. Альтернативный угол у Сапао, но он не поможет. Он в нокауте. 3 в 1. Ну вот это да, то, что мы знаем, можем. Ну и в низине пытается сейвиться парень. И 3 в 1. Великолепная консола. Сюда. Красавчик. Красавчик. Очень терпильная позиция была. Реализация Панзерфауста немножко заставила волноваться относительно того, что Фальконов будут дальше играть, но красавчики, поздравляем, действительно рабочая, крутая победа с большим... Не, наоборот, фанаты, мне кажется, разбавляли как раз-таки в иную сторону, то, что гораздо легче все было как-то осмыслить, освоиться. И после групп-стейджа уже даже никакой причины тряски не было, хотелось просто именно получить удовольствие и показать достойный результат. Очень радует, что каждый старался сделать все, что было в его силах, пусть даже где-то и это могло идти во вред, все равно все хотели как лучше. Даже когда между Тёмой проезжают машины, как будто Тёма перевозбужденный был уже в этот момент. И типа в плане того, что типа, блядь, ошиблись, ну типа пытаться кидать. Турнир лично для меня, как я его вижу, стал таким более сплоченным для команды. Он сплотил в многих аспектах, там, в менталке, в моральке, в играх, в разборе, вообще везде в коммуникации. Временем Винбовнок отправляет, достреливает, он двойку игроков 17-х, 9-й килл для Виталити. 98 поинтов, очень близко к Виши Сани прямо сейчас. 3 в 1! Десантура пошла! Козырек! Просто в смоки ныряет игрок! Выбегает! Слышал, дает куда? Как он это делает? Просто с двух сторон. Непонятная, а вот это получше флешка. Ай-яй-яй, нет, не сюда, или в спину. Сюда. Есть, хорошо. Ой. Что за смоки? Сколько раз мы уже это видели? Прямо аж... Ну, может быть, у игрока и нет уже смоков. Это как будто бы баг спектатора. Лёва, вот это серьезное лицо скалой. Это даже не покерфейс. Лицо скала. Глыба лицо. Но нужно еще много, очень много поинтов нужно еще. Виталити. ЕВЦ дался тяжело. Лично для меня. Очень такой турнир, который... Ну, у меня до этого такого не было просто ни на одном турнире, ни на одной квале, нигде вообще. В принципе, мы опять попали в ту ситуацию, где ты либо набираешь поинты и забираешь топ-2, либо ты, ломаешься и улетаешь на топ-11. Я очень благодарен парням, там, Сереге, Рамазану, всем, кто нас окружали, что мы не сломались и наконец-то сделали свои выводы скорее. Саня идеально вообще колел этот турнир. Он понимал каждую ситуацию на карте. Он делал некоторые колы, о которых ты как бы даже не можешь подумать, что
так можно быстро среагировать и понять, что происходит на карте. А у Сани это получалось, и он часто выводил нас просто из мертвых ситуаций. Тёма был очень спокоен и пытался разряжать обстановку, когда это нужно было. Это очень много значит. Ну а Лёва всегда легенда. Он одновременно может и поднять твое настроение, и собрать всех. И индивидуально он был в замечательной форме. То есть там, когда мы играли, разминались, было прям видно по нему, что человек прям приехал на 110% готовый. Андрюха тоже был, на самом деле, на плюс морали. Тоже он хоть и поддерживал, но ему тоже было тяжело. Намного больше доверия появилось друг к другу. Намного легче мне работать как тренеру стало, и, наверное, тебе как менеджеру. Я просто ощущаю, что то, что я привношу в команду, и, в принципе, каждый игрок и каждый человек вообще приносит в этом коллективе, все на своих местах стоит, все шестеренки на своем месте, каждый толкает тележку в одну сторону, знаешь, они в разные, тянут. Вот, и поэтому в этом плане супер огромный буст. Я не могу не нарадоваться, но сглазить тоже не хочу, потому что хочу, чтобы вот так она и двигалась до того. Надеюсь, вы будете следить, как мы растем, и мы будем радовать вас уже победами, а не топ-5. Все, ясно.